Российской экономике грозит перегрев. Вот сегодня буквально новость прилетела, за которым последует рост цен. Предупредили в Центробанке. Ну вот все у нас вот так. Ни одного дня не проходит, чтобы было какое-нибудь, слава богу, в нашей стране вечное не слава богу. При этом наших чиновников, наших руководителей народ безумно любит. Есть такой мем, знаете, там Путин стоит, куча людей вокруг него лезут, прям карабкаются, и вот там вопрос написан: за что вы меня так любите? Это «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков. Мой коллега, мой соведущий Андрей Кузичкин. Привет, Андрей. Саш, привет и привет всем нашим телезрителям. И мы начинаем. Андрюш, вопрос. Вот в чем феномен русского человека? Ты постарше меня на пару недель будешь, но я думаю, что так было всегда. Мне что-то подсказывает, по крайней мере, памятуя там какие-то и прошлые годы, и до путинские времена. Вот у нас всегда как-то вот от царей народ был в восторге. Не только от царей, вообще от власти, от любого барина. Такое раболепие всегда было, достаточно, даже сегодня какие-то вот вещи почитать. Те, кто не любят Путина, они любят Сталина. Те, кто не любят Сталина, они любят Ленина. Те, кто не любят Ленина, они за царя-батюшку. Вот мне всегда казалось, любить надо там маму, жену, ребенка, в моем случае дочь, друзей. Ну уж точно не какого-то чужого дядю, в существовании которого я даже не уверен. Ну да, мне показывают его по телевизору, пишут о нем в газетах, но я этого человека не знаю. Я с ним кусок хлеба не преломил, я с ним там один стакан воды на двоих не делил, одним одеялом не укрывался. Вот в чем феномен? Может, у тебя есть какое-то объяснение? Ну, феномен, конечно же, и в долголетие пребывания на должности. Согласись, что у нас любили, например, Ленина, Сталина, и Сталина просто обожали, конечно, а любили все Брежнева до последнего, что называется. Но вот полюбить Андропова, Черненко, например, никто не успел, а Горбачева и вовсе возненавидели. Оно по-разному, любовь народная проявляется. То же самое и про царей. А здесь Медведева тоже, в общем-то, Димона не особо-то к нему прониклись чувствами теплыми. И поэтому, конечно, долголетие, сила привычки. А сначала, да, любишь, ты ж знаешь сам, как это в браке-то бывает. Чувство свеженькое, что-то новенькое, любишь, а потом просто привыкаешь. И даже говорят, что это чувство привычки, оно выше, дороже и ценнее, чем мимолетная любовь. Ну, это, конечно, Ну, знаешь, пожалуйста, вот анекдотично так. ты живешь за границей, 12 лет живешь за границей. Я из личных наблюдений, ну там, где я бывал, понятно, что я в какие-то чиновничьи кабинеты не ходил, где я бывал по работе в некоторых странах, и там фильмы какие-то видел, что-то еще. Но вот мне кажется, за границей такого нет, чтобы в кабинете там каждого мэра, каждого депутата, каждого там какого-нибудь начальника, директора завода висел портрет вождя. У нас это было всегда. При царе висел портрет царя, при Ленине портрет Ленина, при Сталине портрет Сталина, при генсеках портреты генсеков, потом портреты Медведева, Путина, потом портреты их двоих. Сейчас опять портрет Путина. Мне кажется, завтра там Пригожина кем-нибудь объявят, портрет Пригожина появится. За границей вообще, вот, мне кажется, такого не встречается. Или я ошибаюсь, мне просто не попадалось. Вот в твоем случае ты хоть раз оказывался или в кабинете у какого-то начальника, что там висел портрет царя, или там мэра, губернатора, там кого-то еще, как они правильно называют. Но тут ты как раз, конечно, ошибаешься, потому что в нашей муниципальной школе висит портрет президента нынешнего, Алара Кариса. До этого висел портрет предыдущего президента. И портрет президентов, они, конечно же, в государственных учреждениях, муниципальных встречаются. Но это такая этика политическая. Ничего в этом, кстати, такого на коленопреклоненного абсолютно нет и не просматривается. Тем более у нас А президент я считаю это глупость. номинальный. Я считаю это глупость, я поспорю, потому что Ну, президент это не царь, президент избирается голосованием, и за президента голосуют далеко не все. Мы вот только что наблюдали выборы в Турции, вот в прошлые выходные закончились. Распределение голосов произошло почти одинаково. Эрдоган 52%, по-моему, да, 52%. А вот его конкурент, фамилию, которую я просто никогда в жизни не выговорю, Кылыч Дороглы. 48. То есть, грубо говоря, пол Турции за Эрдогана не голосовало. Почему люди, которые не голосовали за Эрдогана, должны вешать у себя этот портрет? С какого перепугу?
Слушай, у нас вообще в Эстонии за президента народ не голосует. Его, собственно, выбирают в парламенте. И так во многих странах европейских. Но это не означает, что портрет главы государства вы не увидите в каких-то кабинетах государственных учреждений. Оно и во Франции точно так же происходит. И в Германии канцлер висит, президент портрет, извини, не канцлера как раз, как главы государства. Пусть они даже номинальные. Это, знаешь, на самом деле мелочь совершенно несущественная. Я как-то раз вспоминал, приехал, когда был начальником департамента культуры, в одну из районных библиотек. В то время был президентом у нас Медведев. Вдруг вижу, портрет Путина висит. Я библиотекаршу спрашиваю, говорю, а вы как бы в курсе, у нас сейчас другой президент? А она мне так честно и открыто говорит, а я этого человека не уважаю, а этого люблю. Ну, что поделаешь тут, ну вот да. Это другая совершенно история, народная любовь к вождям. Это внешнее проявление, оно ничего на самом деле не стоит, может быть. Важно, что на сердце и в душе. А народ, да, прикипает, привыкает. Если человек там 10, 20, 30 лет, точно так же на региональном любом уровне. У вас там что, не было губернаторов в Свердловской области, первых секретарей, которых любили и обожали? Просто за то, что он 30 лет у власти просидел. Это другая совершенно история. Насколько эта любовь настоящая или она все же иллюзорная? Так вот, я считаю, что русский народ как раз отличается от многих других тем, что он питает иллюзорную любовь к своим вождям. И как только вожди меняются, старая метла сломается и под лавкой валяется. Вот то же самое происходит. Как рыдали, когда умер Сталин. Боже мой, через 3 года уже понесли его, ну, сначала вынесли как бы, да, из истории, а потом уже из мавзолея. То же самое с Брежневым, пока про него уже анекдоты не стали сочинять, и по-прежнему сейчас у нас как герой анекдотов. Я думаю, та же самая история ждет и ожидает Путина. Народ от него капитально уже устал, все об этом открыто говорят, недовольство накопилось. И ты знаешь, если завтра Путина вдруг не будет по каким-либо причинам, ты что думаешь, всенародный траур объявят, и все на самом деле начнут рыдать и биться головой, или там, как в Индии, где-нибудь массовое самосожжение совершать от великого горя? Да ну нет, конечно. Такая игра народа с властью и власти с народом. Народ у нас тоже не дурак, Не, по ну вот это большому-то понятно, что счету. это внушение идет. Ты вот говоришь, да, вот ничего не значит, что портрет там висит. А вот я считаю, что значит, потому что благодаря в том числе и вот такой пропаганде, да, у нас сегодня в голове у народа присутствует эта мысль, которую не знаешь, как выбить. Володин, по-моему, был ее автором. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Что за бред? Слушайте, Путин, давайте будем честны. Это другое дело. В 1952 году, по-моему, если мне память не изменяет, до 1952 года Россия существовала веками. Вот веками Киевской Руси, по-моему, 1500 лет. 1500 лет прекрасно существовала вообще вот наша страна до Владимира Путина. Тысячелетиями, дай бог, существовать и после него. Как вот у них вот это вот в голову вот все равно же как-то вложилось, и не выбить от этого никак. Вот и вы, поэтому я и против, чтобы вот такая пропаганда была. Да, надо понимать, надо наоборот, на мой взгляд, не портреты вешать, а наоборот доводить до сведения людей, что это не царь, это не бог. Это нанятый топ-менеджер, которого мы наняли управлять страной. Потому что не секрет же, да, что у всех есть свои таланты. У меня там одни таланты, у тебя там другие, да, там у кого-то третьего, он там управленец, например, талантливый, кто-то там талантливый, я не знаю, переговорщик, продюсер по-нашему, да, менеджер, кто-то талантливый исполнитель. Не все управленцы, не все финансисты, не все начальники, бывают и исполнители. Вот он хороший, там, я не знаю, исполнитель ему задачу поставил копать отсюда вот и до обеда, и он будет копать и сделает это лучше других. А управленец выбирается для того, чтобы объединить всех нас, разных людей с разными талантами, и сделать так, чтобы наши таланты каждого из нас в отдельности пошли на пользу всему нашему обществу. Вот для чего выбирается управленец, на мой взгляд. Так вот выбирается, да, понимаешь, ключевая фраза здесь выбирается. В том-то дело, что в России давным-давно уже лидеров себе народ никак не выбирает. Это уже не помню, когда последний раз, когда, наверное, Ельцина выбирали. Выборы были настоящие. Он родился, у него портрет висит. Ну, привыкли, Он да. в школу зашел, там портрет висит. Он зашел в какое-то государственное учреждение, там портрет висит. Он зашел еще куда-то. Да хоть куда, на концерт пришел, во дворец спорта там, или там во дворец, да просто молодежи, да, и там портрет висит. Хотя какое отношение 70-летний президент
Владимир Путин имеет к молодежи, мне, например, вообще непонятно, равно как и к спорту. Да не беда, не в этом беда. Иногда такое обилие, засилие портретов и образов вождей вызывает как раз наоборот отторжение. Или мы не знаем, как после демонстрации, да, народ членов Политбюро втыкал головой вниз в сугробы. После того, как 7 ноября промаршировали, прокричали «Слава КПСС», а потом за углом тут же эти портреты всех этих лидеров ткнули в сугроб и пошли, значит, водку пить. Не в портретах дело, а в том, что, конечно же, идет вот такое долговременное пребывание на должности, когда отменяются, по сути, выборы, ведет к сакрализации вот этого образа. И ты, конечно, говоришь о Володине и все прочее, но у бюрократии, у челяди придворной свои игры, а у народа другие игры. 2007 год, когда Путин еще долговременно не пребывал в должности. Но и тогда уже говорили, что а давайте изменим Конституцию, а давайте продлим ему срок. Почему? А как раз потому, что шла пропаганда уже года с 2004, наверное, что если не Путин, то больше некому. Везде включаешь новости, там Путин. Какие-нибудь Олимпийские игры, там Путин. Какое-нибудь Евровидение, там Путин. Футбол, там Путин. Выходит там на сцену какая-нибудь учительница Марья Ивановна перед детьми, да, и начинает: мы сегодня отмечаем утренник только благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Так было всегда в школе в деревне Кузяево, понимаешь? Навязывание. Это называется навязывание. Когда люди из деревни Кузяева дозванивались в прямую линию: Владимир Владимирович, у нас лампочка тут не горит. Владимир Владимирович говорит: а ну-ка, чтоб лампочка, сука, загорелась. И она загорелась. Вот так. Это игра. Еще раз я тебе говорю. Человека сделали идола-то. Да, но это идет очень большая игра. Дело в том, что, конечно, русский народ, но россияне в совокупности в целом, отличаются склонностью к мистицизму, потому что, в общем-то, когда есть какие-то проблемы, и кому-то перепоручать их и передоверять, Богу ли или кто там над тобой выше, гораздо проще, чем самому заниматься их решением. И точно так же у нас всегда вождь выступает в качестве царя-батюшки, да, именно вождя всенародного, генерального или секретаря, неважно какая должность, главное, что есть человек, к которому можно пойти, поделиться своим горем, своими бедами и возложить на него ответственность за свое личное благополучие. Вот этим отличается как раз русское сообщество, потому что, ну, так вот исторически сложилось. Все время в качестве рабов, все время в качестве крепостных, все время в качестве репрессированных по лагерям. Кто не согласен с этим, просто молчат или куда-нибудь бегут, а кто согласен, их такая жизнь вполне устраивает. Но согласись, гораздо проще в своих проблемах обвинять кого-то другого. В данном случае украинцев, Запад гнилой всю жизнь обвиняют и так далее. И есть кому пожаловаться, поплакаться в плечо, понадеяться, что он придет, приедет барин, всех рассудит, всех спасет, по головке погладит, туалеты починит. Это Путин, это Путин. Вот выбрали и все. Поверь мне, если бы не Путин, а Медведев, например, остался, его точно так же бы укатали бы и сделали бы из него точно такого же лидера. Потому что там еще за спиной прячется бюрократия, у которой свои интересы, у которых жажда оставаться у власти так долго, как только можно. А гарантировать это может несменяемость национального лидера. Поэтому всю систему начали демонтировать с 2004 года, когда, по сути, выборы все отменили и изобрели вот такой лохотронный аппарат под названием голосование. И вот оно все к этому сложилось. Портреты тут они, правда, это какая-то внешняя атрибутика. Смотри, все проявление, а не суть. Все этой ерундой можно было заниматься там действительно еще при советской власти, при Сталине, когда способов получения информации было не так много. Были газеты, был там и Тартас, был телевидение, да. Круглосуточно потом. Слушай, сегодня мы живем в век интернета, когда, в принципе, информацию можно получать там десятками, сотнями, тысячами разных способов, и они есть. И ты как политик, как раз вот тебе хочу адресовать этот вопрос, ведь все нормальные люди прекрасно понимают, что политик — это человек, который сам себе не принадлежит. Политик — это придуманный персонаж, у которого зачастую выдумана какая-то там его биография. Она выдумана в 99% случаев. Да, над ним работают десятки, а может быть даже сотни каких-то там... имиджмейкеров.
имиджмейкеров, да, все, что говорит политик, он говорит, это то, что ему написали райтеры по бумажке, этот текст 43 раза в 800 кабинетах утвердили. Ежу понятно, мне, например, смешно, когда кто говорит, а вот нет, я вот его уважаю за то, что он говорит правильно, он с коррупцией будет бороться, он там будет негодяев, всяких там воров сажать в тюрьму, там убийцев и грабителей там высылать из страны. Я все время таким людям вопрос задаю, говорю, подожди, а что ты хочешь, чтобы тебе сказал политик на выборах? Вот чтобы что-то он сказал неправильное, что ли? Я иду на выборы для того, чтобы вас обворовывать, дорогие избиратели. Для того, чтобы посадить вас на бутылку голым опом, и вы будете на ней сидеть до конца моего срока. Вы реально думаете, что вам политик такое скажет? Вот, ну да мы отвлеклись, да? Мы же все это понимаем. Вот эти же люди, они отдают себе отчет, что когда они смотрят, например, на актера Роберта Де Ниро, вечно играющего каких-то боссов мафии, эти люди прекрасно понимают, что Роберт Де Ниро играет роль, что в реальной жизни он мафиози никаким не является, он просто актер. Это роль такая, вот он этого бандита сыграл, вот так вот режиссеры и сценаристы для него вот такую роль прописали. Они это понимают. В случае с политиком они этого не понимают. Причем, почему я сказал про интернет-то, век интернета? Ведь какое количество книг об этом написано, какое количество хороших фильмов об этом снято. И наши, российские, в том числе, там, несколько лет назад совершенно замечательный квартет Из, доступным языком, понятную для всех комедию снял «День выборов», потом снял продолжение, в котором показал, что такое выборы, какой это фарс, каких мудаков, прости меня, из каких мудаков можно сделать политика, из любого, там, с какого-то банщика, по-моему, сделали. И все это показывали, хрен с ним. Есть какие-то иностранные книги, фильмы на эту тему, их тоже огромное количество, тут никак не могу вспомнить, как называется, про одну бабу, американский фильм, Джулиана Мур, кто не видел, посмотрите, обязательно очень хороший. Она была губернатором Аляски, а потом стала вице-президентом на президентских выборах у Джона Маккейна. И сами политтехнологи купились на пропаганду, которую там пропагандисты Аляски, они рассказывали, показывали, думали, мировая баба, и когда с ней связались, они поняли, что она чокнутая просто. И они сидели, думают, как мы могли купиться на это фуфло, она же дура, это нам, да господи, да в конце концов хвост виляет собака, есть совершенно замечательный фильм, он тоже о выборах президента, там тоже все это показано, как нанимали голливудских режиссеров, как придумали целую войну, которой на самом деле не было, показывали все это американцам, как придумали каких-то героев, солдат, которые якобы поддерживали этого кандидата, это же все есть. Ну почему люди, вот я один интернетом пользуюсь, там, ну может быть еще те, кто нас смотрит, почему люди-то всего этого не делают? Не делают что? Не интересуются вообще и до сих пор не понимают, что политика это чистое разводилово. Ни один политик в реале не является тем, кем его представляют на публике. И ты думаешь, народ этого не знает? Я и говорю, что любовь народная, она во многом носит показушный характер. Это еще с советских времен, когда делали одно, говорили другое, думали вообще третье. Вот. И поэтому то же самое, я думаю, что и сейчас осталось. На самом деле никакой всенародной такой тотальной любви нет. Это все просто большая пиар-компания, политическая пиар-компания. Если завтра вынесут Путина, никто сильно убиваться по нему не будет. Поверь. Убивались бы 15 лет назад, а сейчас, конечно, нет. Нет, но придет другой какой-нибудь Вася Кукарекин, сделают из Васи Кукарекина героя, и они будут любить. Может быть, потому что система, пока система... Конечно, конечно. Да, который, избавляясь от одной зависимости, перепрыгивает на другую. То есть вчерашний наркоман, если у кого-то есть знакомые, вы знаете, что если он бывший наркоман, то сейчас он либо алкоголик, либо ударился в какую-то секту, веру, либо куда-то еще. То есть он от одной пагубной привычки перепрыгивает на другую. Наш народ мне напоминает этих наркоманов. Нет, Путин гриб. Да, Путин просто гриб. Он порождается той почвой, которая есть в лесу. Поэтому пока не будет демонтирована вся система российской государственной власти, пока не будут реформированы все основные институты государственной власти, пока не начнутся глубокие реформы в самом обществе, формирование гражданского общества, мы все время обречены эти грибы порождать. Эта почва все время будет каких-то грибов порождать, грибов-паразитов, которые питаются на самом деле за счет этой почвы, за счет деревьев, но народ их подкармливает. Тебе на беду, себе на горе.
И это будет продолжаться так и столетиями, и тысячелетиями, как, в общем-то, на Руси это и повелось уже. 2000 лет практически в этой системе мы барахтаемся и плюхаемся, не ценя свободу, ничего. И именно потому, что еще и сам народ такой. Вот ему нравится, что есть кто-то, кто за него решает проблемы, гладит по головке. Ну, нравится. Они понимают, что все это притворство. Я думаю, что, конечно, в наш век, как не читать интернет? Все понимают все. Может быть, там 10% каких-нибудь бабок сумасшедших из отряда Путина. И то они, наверное, за какую-то ковришку работают, они просто так там танки бумажные сжигают. Поэтому, конечно же, я думаю, что народ не такой уж наш дурак, как его представляют многие оппоненты России, скажем так. Но их устраивает этот народ. И меня начинают спрашивать, почему у вас народ не выходит Путина свергать? Часто спрашивают, вот недавно вчера, с американской студенткой общался, она приехала как раз исследование делать здесь в Сталине. Вот у нее вопрос, почему у вас в России не выходит Путина свергать? А за что его свергать? Объясните мне. Почему-то я считаю, что там Макрона нельзя свергать, потому что законно избранный, а Путина можно. Так народ должен потребность свергнуть кого-то. Нет такой потребности у народа кого-то свергать. Мы все время живем ведь в России. Не в смысле о том, что там будет в будущем, что нас ждет там впереди. А мы все время живем в смысле, лишь бы не было хуже, а вдруг будет новый, все перевернется, значит, все грохнется, развалится, и мы все вместе погибнем. Ничего не надо. Пусть так, пусть по минимуму. Но мы привыкли уже. Зачем какие-то нам перемены? Не-не-не, сидит Путин, пусть сидит. Пока не помрет. Там дальше за нас уже решит, кто следующее будет. Да, я тебе давай под занавес могу сказать, что ты можешь ответить в следующий раз вот этой же студентке или какой-то вот такой же, да. Во-первых, они выходят, сидят, ждут не потому, что там будет хуже, сидят, ждут, потому что нафиг ничего не надо, вот у нас очень инертное общество, и все по большому счету ждут, что 3 сантиметра не грязь, а дальше само отвалится, то есть либо ишак сдохнет, либо падишах, то есть вот сидят, ждут. И боятся перемен, Нет, не боятся перемен. Как боятся. Она каждое утро, просыпаясь, берет там смартфон и лезет в интернет в надежде прочитать 2 слова всего. Они выходят свергать, а я тебе тоже объясню, опять же из-за этой же инертности, потому что человек понимает, он-то может и выйдет, а кроме него больше не выйдет никто. Это тоже есть. Это еще с советских времен. Есть такой журнал «Фитиль», найдите, он даже есть на Ютьюбе, где там сидят какого-то мужика, распекают, и в конце концов там собрание всеобщее еще при советской власти, и в конце концов там его наказывают или даже увольняют. И вот выходят все по одному, и он стоит на лестнице, и вот это как бы его товарищи, с кем он работал на работе. И каждый проходит мимо, а что я мог сделать один? И когда подходит там, ты прости, а что я мог сделать? И вот так вот их человек там 100 прошло, и все говорят, а что я мог сделать один? Это одна история. А другая история, что если бы люди были уверены, что свергнув Путина, например, значит, они сделают это, и жизнь в России к лучшему переменится. Но ведь никто в это не верит на самом деле. Что жизнь-то после этого лучше станет. Они сейчас неплохо живут. Опять же, проблема заключается, что чтобы жизнь переменилась, должно пройти определенное количество времени. То есть, грубо говоря, ребенок 1,5 года назад, для того, чтобы этот ребенок вышел замуж, должно пройти там 18 лет минимум. То есть она должна пойти в детский садик, потом в школу, набить себе шишек, может быть, сломать руку, ногу. Я не знаю, как сложатся вот эти 18 лет. Потом влюбиться, потом ее бросит мальчик, что-то еще. То есть она должна через все это пройти, и только тогда я ее выдам замуж. Да, в лучшем случае через 18 лет. А наше общество, оно не хочет ждать вот эти 18 лет, они хотят вот это вот вырезать. Сегодня свергли, например, тирана, диктатора, а завтра мы херак лежим все под пальмами, как в фильме Ширли Мырли, там и все дружно, всей страной мы полетели на Гавайи. Вот чего хотят. Поэтому пока у нас будет вот этот, простите меня за выражение, совок в голове, совок — это не отношение к Советскому Союзу, это мышление. Да, это образ мышления человека, совковое мышление. Вот этот совок пока из наших голов не выветрится, мы так и будем жить. Вот как-то так. Похоронил в очередной раз Россию. Потому и говорим, Россия без будущего. Всем спасибо, что были с нами. Это Андрей Кузичкин. Я Александр Романенков. Хороших вам выходных. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока. Всем счастливо.